Дорогие участники съезда, я впервые приглашен на эту платформу, но я присутствовал на других платформах, которые тоже ведет неуемный наш Александр, наш, так сказать, глава вашей общественной палаты. И везде, куда я выхожу, на все международные площадки, я говорю об одном, о том, что происходит сейчас в Украинской Православной Церкви, в Украине, к сожалению, с горечью говорю, в той стране, в которой я родился в Советском Союзе, да, но именно в Украинской Советской Социалистической Республике, на той территории, которая считаю своей родиной, происходят ужасные вещи и именно в духовном плане. Ну, киевский режим сейчас, потому что по-другому я назвать не могу назвать это правительством, не могу назвать это каким-то официальным государственным органом, потому что президент, и министры, все это уже просроченные у них сроки, они не избраны сейчас, это те, которые захватили власть, присвоили себе. И они продолжают уничтожать Украинскую православную церковь на протяжении уже многих лет. Но сейчас это очень особо обострилось, притом обострилось это, я бы не сказал бы, что этому виной является там начало СВО и так далее, потому что это было и до начала СВО. Больше года назад Верховная Рада, это главный законодательный орган Украины, приняла закон номер 3894, который фактически запрещает в стране Украинскую православную церковь. Тогда говорилось, что это решение даст судам возможность ликвидировать церковные приходы и передавать их собственность другим религиозным организациям. В первую очередь это так называемая православная церковь Украины, это та, которая не каноническое объединение, которое легитимизировал своим Томасом патриарх Константинопольский Варфоломей. По словам тогда еще президента Зеленского, который активно выступал в поддержку этого закона, хотя когда его избирали, он говорил, что никаких притеснений, никаких конфессий не будет во время его президентства. Вот президент Зеленский сказал, что этот закон должен укрепить духовную независимость украинцев и избавить их от манипуляций со стороны России. Хотя никаких манипуляций со стороны России через церковь не было, и Украинская православная церковь является по уставу своему самоуправляемой церковью, то есть она фактически не управлялась из Москвы, Русской Православной Церковью, только в каких-то догматических моментах и каких-то канонических моментах, да, а в основном все самоуправление происходило именно Синодом Украинской Православной Церкви и Архиерейским собором Украинской Православной Церкви. Преследование все более и более усиливалось, и после этого, выдачи этого Томаса Константинопольским патриархом, оно усилилось во многом, и местные власти начали активно способствовать этому процессу, притом участвуя незаконно в отбирании храмов у Украинской Православной Церкви, лишая общины Украинской Православной Церкви права владения земли, расторгая с ними аренды на собственность этой земли и так далее. И, это было бы еще полбеды, да. Церковь православная, она может молиться и в лесах, может молиться и в катакомбах. Это уже мы проходили, да. Но сейчас особо активизировалась госслужба по этнополитике и свободе совести, которая ведет судебные процессы против Киевской митрополии, как главного, скажем так, органа управления Украинской Православной Церкви, с попыткой запретить его. Вот. Ну а поскольку все остальные общины, они с ней связаны, с Киевской митрополией, теми или иными, так сказать, каноническими
предписаниями, да, то, значит, это касалось бы в некоторой мере и их. Ну и этот иск сейчас идет в судах. Президент Украины пошел дальше. Он лишил гражданства предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита Ануфрия Березовского. И это, кстати, вызывает уже тревогу, обеспокоенность даже в ООН. Неоднократно этот вопрос поднимался уже. И благодарю таким вот площадкам, как и ваша площадка, как и в форуме Мама Шамиля и другие площадки, которые поднимают этот вопрос, пишут обращения во все международные организации, что, несомненно, помогает в какой-то мере высветления этих событий в Украине, и плюс это все-таки дает надежду верующим Украинской Православной Церкви, что мир, нормальный, адекватный мир, он вместе с ними, и он всегда готов им прийти на помощь, но в данный момент сейчас только вот такой поддержкой. На протяжении нескольких лет украинская власть пытается выдавить из главной святыни, скажем так, Украинской Православной Церкви Киевской Печерской Лавры монахов УПЦ. Тоже ведутся суды, захватываются храмы, притом незаконно. Знаете, как ну, вот община ходит в храм, происходит там богослужение, община восстанавливала храм или строила храм. Потом приходят люди, которые никогда в церковь не ходили, проводится собрание, что это якобы они община, и суд присуждает отдать им помещение с переходом их в эту самую православную, так называемую православную церковь Украины. И это происходит постоянно. Уже около 1500 храмов таким образом захвачено, отобрано у Украинской православной церкви, притом без переходов самих общин. То есть общины остаются в Украинской православной церкви, молятся где-то в приспособленных помещениях, а храмы отбираются, притом большинство из них остаются пустыми, потому что туда никто не ходит. Вот. Но это еще говорится, полбеды. А очень активно взялась СБУ за священнослужителей, которые не хотят переходить. То есть главная цель сейчас, чтобы большинство или все перешли в эту так называемую православную церковь Украины. И оказывается огромнейшее давление на священников, на епископат, для того, чтобы они туда перешли. И СБУ для этого начала запугивать, то есть возбуждать уголовные дела против священнослужителей. Вот глава СБУ Василий Малюк на брифинге рассказал об агентах в рясах, то есть это священники, агенты в рясах, и уголовном преследовании в их отношении, и он сказал, что это отдельное направление работы спецслужб. Дела против священников, возбуждено против священников уже больше 200 дел, из них приговоры уже 31, все они обвиняются в разных, так сказать, преступлениях, например, это коллаборация. Ну, я скажу от себя, лично против меня возбуждено уголовное дело, и уже дело в суде, просто суд уже несколько раз откладывается из-за того, что я туда не являюсь на этот суд, но я нахожусь на территории Российской Федерации, как я им отправил письмо, что прошу перенести суд в этот Полтавский суд в связи с тем, что нет прямого сообщения между Россией и Украиной, я не могу приехать сейчас на этот суд. Мне меняется коллаборационизм и отрицание российской агрессии. Вот такие вот. Ну, коллаборационизм можно обвинить, я житель Левобережья Херсонской области, можно обвинить всех жителей Левобережья, потому что уже пошел в магазин, купил хлеб, это ты уже, так сказать, можно сказать, коллаборационист, потому что твои доходы, твои деньги поступили, так сказать, в бюджет Российской Федерации. Ну, отрицание, это мое личное мнение, я считаю, что согласно международному законодательству, после признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики они стали суверенными. После признания России их суверенными, они такими стали. И любой выстрел в их сторону любого государства, это уже была бы агрессия. Поэтому агрессией в этой ситуации является как раз Украина. А Россия ввела войска в Украину
только потому, что заключила договора о военной помощи с этими суверенными государствами. Я об этом заявляю везде, но это мое мнение, а разве за мнение должны преследовать, какое-то уголовное преследование быть? Но это что касается меня, да, есть у нас такой владыка, митрополит Арсений Святогорский, которому меняется тоже точно такая же статья. В Святогорскую лавру была обстреляна Святогорская лавра, и после общения с военными, украинскими военными, владыка определил, что стреляли не русские войска, а украинские войска. И об этом сказал прямо. И вот за эти слова ему предъявили вот эту статью отрицания российской агрессии. То есть, кто бы ни стрелял, нужно говорить, что это русские стреляли. Значит, тогда тебе уголовного дела может и не быть. Но самая главная задача, то есть, если бы владыка Арсений сейчас бы согласился перейти в ПЦУ, его бы отпустили и дело бы закрыли. Но, тем не менее, дело происходит. И это уже фактически медленное убийство владыки, потому что он очень больной человек. Пожилой, больной человек, у него высокое давление, но ему не дают определенного лечения, его не отпускают для лечения, его задерживают, держат в СИЗО, он там находится в следственном изоляторе уже длительное время, и вот таким вот образом пытаются его принудить к тому, чтобы он согласился на обмен, потому что уже поняли, что в православную церковь Украины, так называемую, он не перейдет, чтобы он согласился, чтобы на него обменяли кого-то из украинских военнопленных в России, на что владыка не соглашается, потому что он является украинским митрополитом, и его не должны, так сказать, менять. Ну, или вот все идет к тому, чтобы он умер. И об этом даже они не, я даже не сомневаюсь в том, что все это делается для того, чтобы, ну, если владыка умрет, никто из них даже в этом не огорчится, потому что события последних лет вот, говорят о том, что они не задумываются о том, кого нужно убить. Вот на днях было недавно нападение на священнослужителя, которого убили вместе с матушкой и его прихожанами, которые выходили из-под обстрела, шли в направлении линии фронта, чтобы перейти и таким образом спастись, выжить. Да? Однако их украинскими дронами прям вот не то, что там случайно, а специально их обстреливали с минометов и таким образом убили священника. И с Украины мне приходят личные сообщения от моих коллег и от священников, сообщения о том, что неоднократно уже было такое, что просто убивали священник Александр Тарасов, которого просто арестовали, и он пропал, а потом нашли его труп. То есть, ну, понимаете, с под ареста человек пропал, и все. И, значит, ну, выводы можно сделать, да, кто его убил. И таких священников неоднократно уже происходит, что их просто вот арестовывают, и судьба их неизвестна, или же вот находят трупы. Поэтому очень важно, я думаю, в работе вашей палаты вы это делаете. Вы это делаете не только, допустим, по православной церкви, вы делаете и по другим преследованиям других конфессий. Это очень важно. Общественная палата должна поставить одним из важнейших вопросов для себя. Это моя просьба. Это просьба священников, которые находятся там, которые не знают, что с ними будет завтра. Потому что мало того, что их убивают, их еще забирают просто, чтобы явно убивать, да, законным образом. И начали призывать священников, забирают ТЦК и забирают и отправляют на фронт. Именно только Украинской Православной Церкви. Никаких других конфессий не трогают. Все остальные освобождены от этого, как и положено быть. Священники Украинской Православной Церкви, сейчас их начали хватать на улицах, так называемые ТЦК, и отправляют их на полигон. Месяц там или пару недель поучили и отправляют на фронт. Это еще хорошо. Иногда бывает 2-3 дня и на фронт. Где они уже там гибнут, как... Ну, тут уже... То есть это то же самое убийство священников, только, так сказать, прикрыто таким вот защитой Украины, да? Поэтому священники не знают, они просят вас через меня, и я вас прошу, я думаю, владыка тоже свое слово скажет, о том, чтобы вы этим вопросом занимались, потому что международная дипломатия – это
серьезное дело, это с этим в мире считаются, и вот правду доносить, нужно звонить во все колокола, доносить все международные организации, слава богу, это уже приходит, и в ООН уже обеспокоены, и даже мы знаем, что в последнем мирном плане Трампа включен вопрос об Украинской Православной Церкви, то есть вы понимаете, на каком уровне это уже становится известно. Поэтому киевский режим нужно остановить и потребовать от него, чтобы православная церковь, Украинская православная церковь была оставлена в покое. И это по силам и Международной общественной палате посредством вот своей международной дипломатии прийти к такому результату. Спасибо за внимание.